Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня хочу вам предложить связать вот такой романтичный, изысканный пуловер с таким, знаете, бесподобным кружевным эффектом, я бы так назвала. Посмотрите, вот этот узор, он идет и по переду, и по спинке, и вот настолько простой и изящный, настолько легко вяжется, всего 4 ряда в высоту, девочки, но из тонкой пряжи он смотрится просто, шик, блеск, красота. Мне очень понравился вязать этот узор из этой пряжи. Вот именно так смотрится, как будто плетешь кружева. Так, и хотелось бы, конечно же, показать вам пряжу, о которой я сейчас так хвалебно рассказывала. Пряжа действительно очень интересная, и вы сами сейчас все увидите. По германской технологии изготовлена и обладает таким каким-то эффектом вискоза, шелка, знаете, шелковистость такой имеет приятную. Давайте посмотрим. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого красивого пуловера я выбрала пряжу Бриллиант, пряжа ручного вязания. Цвет у нас 4987. Далее, что тут еще пишут? Произведено Германия. Так, и 45% шерсть, 55 акрил, 100 грамм, 380 метров. Рекомендуемые спицы 2,5-3. Я троечкой, девочки, вяжу, троечкой. И это очень красивый кружевной получается вязание. То есть вязать из этой пряжи одно удовольствие. Она тонкая, хорошие очень скруточки, имеет такой, знаете, красивый шелковый блеск, специально обработанный. Не знаю, показывает ли камера, передает ли этот блеск приятный такой, знаете, шелк, вискоза, да, вот такое вот качество у нее. Она абсолютно мягкая, мягчайшая. И получается вот такое кружевное полотно. То есть этот пуловер будет очень хорошо смотреться именно в тонкой, изящной пряже. В виде кружевной такой получается у него. Половина будет лицевая гладь, половина вот эти кружева. И это бесподобно прекрасно смотрится, девочки. Вот вам приближаю, да. Очень-очень красивое получается вязаное полотно. Я просто очень довольна результатом. Так, и тем более очень легко вяжется. Всего лишь 4 ряда в высоту этот узор составляет. И в общем-то, запоминается он и легко на автомате вяжется. Как я и говорила, схема настолько элементарная. 4 ряда в высоту и 9 петель в ширину. И запоминается, и очень легко вяжется, девочки. Условное обозначение перед вами. Делайте скрин экрана, кому нужна схема. Я сейчас ее могу даже увеличить, чтобы побольше она смотрелась, вам было виднее. Так. И, в общем-то, я ссылочку все равно выкладываю под видео. Так что на схему. Так что можете скачать ее в моем профиле в Одноклассниках. Будет заметочка с этой схемочкой. Так, с этим все понятно. Теперь выкройка. Выкройка не столь проста, как схема. Вот так выглядит выкройка, видите. Значит, мы будем сегодня составлять описание для 5 размеров: 42, 44, 46, 48 и 50 размер. Это удлиненный пуловер, удлиненный с V-образным вырезом.
горловины, и, в общем-то, он немного приталенный. Ну, вернее, даже не приталенный, а под грудью, да, вот такая вот специально с таким эффектом у бабочек идет. Красиво смотрится, волнами, красиво смотрится. Ну и, как вы видели, сам узор довольно кружевной и красивый тоже, да. Рукавчик у нас имеет небольшой окат и 3/4, небольшой рукавчик, да, не обычной длины, а покороче, 3/4. Так, ну, собственно, тоже делайте скрин вот этой выкроечки. Кому надо, подкорректируйте свои размеры, потому что возможно, что рост у нас у всех разный, да, то есть прикиньте для себя, какой бы вы хотели оптимальную длину изделия, да, и немножечко подкорректируйте. Сегодня я буду подробно рассказывать в своем описании про вертикальную плотность, что сантиметры на выкройке надо обязательно переводить в ряды и вязать согласно наших рядов, рассчитанных рядов, потому что после стирки изделие вытягивается. И вот эту вот вертикальную плотность обязательно нужно соблюдать в вязании. Так, ну и что еще? Давайте про описание, как всегда. Вот такое описание я составила. Сейчас увеличу его. И про то, что я здесь пишу, я обычно это все выкладываю под видео. Под видео будет все это описание выложено, девочки. Единственное, там я не выкладываю пряжу и плотность. Пряжу вы и так видите в видео мастер-классе, а плотность мы с вами вообще считаем прямо под камерой. Считаю на ваших глазах, на машинке счетной, чтобы все было очень крупно и видно вам для удобства. Итак, размер российский я уже перечислила, пряжу вы уже посмотрели, общий расход пряжи у нас будет 300, 350 и 400 грамм в зависимости от размера. Шикарная пряжа, 100 грамм 380 метров, поэтому такой смешной расход, девочки. Будет использоваться спица номер 3 и понадобится для обвязки крючок тоже номер 3. Плотность определяем в процессе вязания, поэтому я не буду зачитывать эти цифры. Описание вязания тоже я останавливаюсь после того, как мы свяжем образец. Я уделяю минут 10-15 всегда расчетам. То есть, почему именно 108, почему именно 118 петель, почему 128 петель, я об этом рассказываю. Ну и сам весь процесс, вся технология вязания здесь подробно по пунктам разложена, последовательность соблюдена, да, сколько чего закрыть, прибавить, убавить и так далее. Все это здесь, девочки, есть выложено по петельным, пошагово, так сказать, пошаговая инструкция будет у вас перед глазами, под видео выложена для вашего удобства. Ну, а сейчас давайте начнем с вами вязать наш... Итак, у нас очень простой узор, кружевной такой, я бы так сказала, кружево. Совершенно простое кружево. Для образца будем набирать 38 петель. Я буду вязать 4 раппорта у меня здесь по 9 петель, плюс 2 кромочные. И первый ряд показываю сразу, девочки. Так, смотрите, первый ряд. Кромочную снимаем, вяжем лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петельки, поэтому я петельки просто меняю местами. Вторая у меня поверх первой накидывается. Вяжу 2 вместе лицевой. Опять 2 лицевые, накид. Второй раппорт вяжем, повторяем. Лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 лицевые, накид. Второй раппорт связали, третий вяжем. Лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид. И связали третий раппорт, вяжем четвертый раппорт, лицевая, накид,
2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, кромочная, изнаночная. Все изнаночные ряды вяжем изнаночными петлями, в том числе и накиды. Третий ряд показываю, девочки. Вяжем первый раппорт. Кромочную сняли, делаем накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 лицевые, накид, лицевая. Связали первый раппорт, второй раппорт вяжем. Накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 лицевые, накид, лицевая. Связали второй раппорт. Третий вяжем. Накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 лицевые, накид, лицевая. Третий раппорт связали. Четвертый вяжем. Накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая и кромочная вяжется изнаночной. Четвертый ряд вяжем изнаночными петельками, девочки. И раппорт у нас будет повторяться с первого ряда опять, с 1 по 4. Вот такой простенький узорчик. Сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку нашего кружевного образца и посчитать его плотность по вертикали и по горизонтали. Горячим паром, очень горячим паром распариваем наш образец и сейчас будем его тянуть. Ой, у меня такие спицы горячие, огняные, я обожглась. Так, тянем, девочки, энергичненько нашу красоту. Она влажная и очень такая податливая. Полотно очень красивое. Ой, какой красота. Кто бы мог подумать, что 4 рядами можно создать такую неземную божественную красоту, правда? Так. Низ у нас закругленный получается. Видите? Ну ничего страшного, пусть так, это естественный процесс. И теперь пусть сохнет наш образец. Измеряем ширину образца. У меня 19 сантиметров. И мы набирали 38 петель. У нас участвовало в вязании. Делим на 19 сантиметров. Получаю ровно 2. То есть плотность по горизонтали у нас будет, с вами запишем. В 1 сантиметре 2 петли умещаются. Так, теперь давайте по вертикали. Сейчас также измеряем высоту образца. Видите, она у нас не будет неровный край. Но будем мерить вот по этому краю, который самый низкий, маленький. Так, 13 у меня получилось, 13 сантиметров. Сейчас я скажу, сколько, девочки, рядов участвовало. Итак, у меня 8 раппортов было связано в высоту. И это 4, каждый раппорт 4 ряда. То есть 8 на 4, 8 умножить на 4, это будет 32 ряда, девочки. И мы поделим это на 13 сантиметров. И получается плотность 2, округляем 2,5. Запишем, что плотность по вертикали в 1 сантиметре 2,5 ряда умещается. Вот так будем придерживаться вот этих цифр. Ну и сейчас нам понадобится выкройка, чтобы сделать расчеты.
Итак, мы будем с вами использовать вот такую выкройку. Выкройка от модели родная. И у нас джемпер, он удлиненный, пуловер, скажем так. Ну и давайте по выкройке сразу начнем. У нас будет 42-44 размер, первый размер. Второй размер будет 46-48. И третий размер будет 50. Так, и начинаем мы с вами, как всегда, снизу, да. Вот 48 сантиметров у нас будет по низу ширина спинки и переда. 48 сантиметров. Я хотела вам сказать, девочки, что я еще лицевую гладь вязала, а она оказалась, плотность у нее другая. То есть, если мы с вами по ажурному узору считали в 1 сантиметре 2 петли, то когда я связала лицевую гладь, у меня получилось в 1 сантиметре 2,25, вот такая вот цифра, сотых петли. Это лицевая гладь. А по вертикальной плотности почти то же самое. Поэтому будем считать, что лицевая гладь у нас чуть-чуть плотность повыше. Поэтому 48 я умножаю на 2,25. Вот у меня 108 петель, девочки, получилось. Запишем. Второй размерчик 52 сантиметра. Я умножаю на 2,25. Вот 117 петель. Должно быть четное число, поэтому я пишу 118 петель. И третий размерчик у нас 56 сантиметров. Умножаем на 2,25, получаем 126. 126. У меня почему 128 написано. Ну ладно, пусть будет пошире. Наверное, здесь все-таки на 50-52 размер будет. 128 петель. Так, и смотрите, вяжем лицевую гладь. Вначале несколько рядов платочной вязки, ряда 2-3 достаточно. Потом вяжем лицевую гладь и на ажурный узор переходим на высоте 31 сантиметр от планки, девочки, от планки. Так, и здесь у нас будет в последнем ряду значительные убавки. Будем, вот смотрите, до 41 сантиметра, 45-49 сантиметров убавлять от нижних размеров, да, и должно у нас получиться равномерно убавляем, то есть через равное расстояние 92 петли, 101 и 110 петель. И после этого переходим сразу на ажурный узор. Когда вот этого добьемся, такого количества петель, переходим на ажурный узор. И здесь у нас тоже идут прибавочки. Прибавочки сразу идут, да. И мы с вами вот этот скос увеличиваем. По скосу у меня будут 2 прибавки идти. Через каждые 2 прибавки в каждом 6-м ряду будет делаться прибавочка. И должно получиться на 4 петли больше. То есть должно получиться 96. Затем на 4 петли 105 петель и 114 петель. Вот такая будет у нас статистика. Здесь, когда мы по скосу прибавим. Так, и, соответственно, здесь у нас идет ажурный узор. По схеме мы вяжем. И на высоте, смотрите, на высоте. Там у меня в описании, сейчас я считать не буду, на высоте. Вот стоят размеры от начала вязания, можно от планки 1 сантиметр отнять. Вот на высоте 50 от планки, 51 сантиметр, в зависимости от размеров, и 52 сантиметра. Переводим сразу это все в ряды с помощью вертикальной плотности. Смотрите, 50 сантиметров умножим с вами на плотность по вертикали 2,5, помните, на 2,5, то есть на высоте 125 рядов, девочки. Это я на примере рассказываю, для высоты 50 сантиметров. Начинаем приступать к формированию V-образного выреза горловины по переду. Вот здесь в каждом 2-м ряду будем убавлять с вами 18 петель. Почему именно 18? Смотрите, у нас сейчас я вам расскажу, как посчитать петли
по вырезу горловины. Какая ширина будет выреза горловины? 18 сантиметров по выкройке. И мы умножаем это все дело на плотность 2. У нас плотность ажурного узора уже. Получается 36 петель. Вот 36 петель, да? У нас 2 скоса, и в каждом я на 2 поделила, видите, надо убавить 18 петель. Вот здесь, по скосу. Вот. Далее, смотрите, высота скоса составляет 11 сантиметров. Вернее, даже 13, потому что еще учитывается и вот это вот 2 сантиметра по выкройке высота еще добавляется. То есть 13 сантиметров умножить на 13 сантиметров умножаем на плотность по вертикали 2,5. Получаем, девочки, 33 ряда. Округляем. И вот на высоте 33 ряда необходимо будет убавить 18 петель. И через какой промежуток расстояния я это делала? Я 33 ряда делила на 18 петель, которые мы будем убавлять. У меня получается вот цифра, ну, практически в каждом втором, да, округляем опять-таки 1,8. В каждом втором ряду делаем убавки справа и слева одновременно и равномерно, да. Вот. И на общей высоте, смотрите, здесь скос еще плеча будет формироваться, тоже будет подробно рассказано, как его закрыть, эти петли последовательно тоже, они в каждом втором ряду закрываются. Это будет уже в моем описании, под видео выложено более детально. Сейчас об этом я не буду затрагивать. Я вам рассказала, как, в принципе, считается скос. Любой скос так считается, да? Высота в рядах переводится, и количество петель, которые вам необходимо закрыть, равномерно распределяется на равные расстояния. Так. И общая высота изделия нашего пуловера будет считаться как 1 плюс 31, да? То есть получается 32 плюс 7, да? Плюс вот эти высоты по размерам проймы. Вот пройма здесь начинается, да? Плюс 4 скос плеча. И будет общая длина изделия, которую вы должны обязательно умножить на вертикальную плотность. У меня в описании это будет сказано. И вот здесь будет стоять цифра в рядах. Обязательно, девочки, делайте в рядах все. Бежите в рядах, а не в сантиметрах измеряйте. Это нужно для того, чтобы после стирки изделие не вытянулось и не стало бесформенным. То есть не той длины, которую вы планировали. Рукав у нас тоже такой немного экзотично выглядящий, да, вроде бы как спущенный, и в то же время небольшой такой окат присутствует, да. Смотрите, мои хорошие, по низу будем по рукаву набирать 62 петли на любой размер, да. Вот здесь вяжем высоту 7,5. Опять-таки начинается с планки, платочная вязка, 2-3 ряда. Затем идет у нас лицевая гладь, и мы вяжем весь рукав лицевой гладью на высоту 7,5 сантиметров. Переводим также в ряды. 7,5 умножить на 2,5, это будет, девочки, 19 рядов, да, 19 рядов. На высоту 19 рядов вяжем без прибавок. И затем резко начинаем прибавлять. Я уже это сделала. Этот скос я уже тоже посчитала. Смотрите, высота скоса в сантиметрах это 21,5. Я перевела в ряды, умножила на вертикальную плотность. У меня получилось 54 ряда. Да? Теперь смотрим. Самая широкая часть рукава я умножала вот эту величину. Ширину нашу умножала на 2, поскольку это половинчатый размер. И умножала на плотность по горизонтали, то есть, смотрите, 20 сантиметров умножить на 2, как я сказала, то есть и умножить, вот 40 сантиметров у нас ширина на маленький размер рукава, и умножала на плотность 2,25, это плотность лицевой глади. У меня получалось, девочки, 90 петель. Я это записала. Второй размерчик у нас шел 42 сантиметра. Также умножала на 2,25 плотность. У меня получалось, девочки, 94 петли. Надо, чтобы было четное число, поскольку внизу четное идет 62 петли. Так, и на третий размер я также
44 умножала на 2,5, у меня 98 петель получается. Так, и теперь необходимо распределить, прибавить по скосу петли, равномерно распределить эти прибавки. Я из вот этой цифры 90 вычитала цифру по низу рукава и получала общую цифру, сколько петель надо прибавлять. То есть из 90 я отнимала 62 петли по низу рукава, у меня получалось 28 петель. 28 петель у нас 2 скоса, то есть мы делим на 2. И симметрично и равномерно я буду прибавлять по 14 петель справа и слева. Также для других размеров у меня аналогично получилось 16 петель и 18 петель. И теперь, чтобы достичь величины, через сколько же рядов нам делать эти прибавки, я вот эту величину, помните, 54 ряда, это высота скоса, делю на 14. И у меня получается в первом случае в каждом 4-м ряду, там, где у нас второй размер 16 петель, получается в каждом 3-м ряду, и там, где 18 петель, тоже в каждом 3-м ряду. Тут вот для второго размера немножечко там между 4-м и 3-м, но это можно подогнать, да? Приблизительно в каждом 3-м ряду все равно. Вот. Затем мы будем с вами на высоте, значит, от прибавок наших, от скоса начала, после провяжем 54 ряда, и после этого будем формировать вот такой окат. Будут резкие убавочки, закрытие петель. Поскольку петель я вам расскажу в своем описании. Почитайте, сейчас не буду об этом долго и нудно рассказывать, девочки. В общем-то, собственно, все описание подробнейшим образом будет выложено под видео. Я вам просто рассказали общие принципы, да, построения. То есть, что такое вертикальная плотность, что такое горизонтальная плотность и как ее применять. И по аналогии вы можете все эти расчеты сделать для других размеров. То есть, больше размер, если вам понадобится, берите по аналогии расчеты, делайте. Я желаю вам, девочки, удачи, чтобы все у вас получилось, и вы связали этот красивенький пуловер себе, и чтобы он вас еще долгое время радовал. До новых встреч!